Всем привет! Сегодня у меня для вас есть кое-что поистине необычное. Контент, который вы, вероятнее всего, мало где видели и слышали, потому что его идея не является чем-то обыденным от слова совсем. С вами LimeFo в озвучке MSX, и сегодня мы окунемся в детальный разбор одного из кусочков города Олимпик-Сити, место, где разворачиваются события первой Need for Speed Underground. Город ночных огней, чистых и не очень улиц, завораживающей атмосферы, да и просто место, откуда многие начинали свое знакомство с серией Need for Speed. Поговорим мы об окружении, примечательных местах, фактах, а также различных ранних наработках, связанных конкретно с игровым миром. Еще раз, мы будем досконально разбирать каждую улицу, почти каждое здание, плакат или памятник. Это крайне экспериментальная идея, и потому в таком формате мы разберем лишь один район города Олимпик-Сити. Что же, давайте начнем. Вы помните свой первый запуск Need for Speed Underground? Красивое лого Electronic Arts, компания THX, бомбезная заставка, эмоции просто на высоте, прям таки вау, стильный стартовый экран, протюнингованный Skyline и экран выбора профиля. Именно здесь начинается ваш стритрейсерский путь. И вашей первой локацией будет Даунтаун, место, где игрок проходит вступительную гонку. Казалось бы, обычный район похож на некоторые места в Нью-Йорке, но если начинать рассматривать каждую деталь, то это целая культура. По данной карте можно увидеть, какую часть города охватывал Даунтаун. С одной стороны он огромен, но стоит только взглянуть на карту всех доступных дорог в игре, и мы сразу увидим, что данный район состоит всего-то из одного кольца и пары дополнительных дорог. Имеется 3 срезки, одна из которых находится на строительной площадке, что в свою очередь проходит через строящийся комплекс, а после она делится еще на 2 части. Этот путь среза примечателен тем, что во время гонки на нем на высокой скорости можно подлететь или взлететь в воздух, смотря с какой стороны ехать. Чаще всего неудачные прыжки бывают с обратной стороны, в результате чего игрока догонят или скорее всего просто обгонят. Между срезкой и дорогой располагается строительная площадка. Что интересно, так в бета-версии игры вместо нее располагалось здание, а срез больше напоминал парковку. Если поехать к круговому переплету, то там мы увидим свалку машин, которых, видимо, так и не забрали на утилизацию. Куча освещения и другого различного мусора, сложные и супер резкие повороты заставляют попотеть в этом месте, и ведь не всегда получается аккуратно проехать. Вторая срезка находится в Clock Tower. Вообще, сама по себе Clock Tower является достопримечательностью. Отличительной особенностью этой улицы является здание с часами. Оно, кстати, меняло свое положение во время разработки. Посередине улицы располагается небольшой комплекс зданий под названием The Marcus, а под вывеской красуются надписи Need for Speed. Ну и последняя срезка располагается на автостанции. Помогает она сократить путь совсем немного, но игроки чаще всего, а зачастую почти всегда, едут только по ней. Поперек автостанции располагается небольшой мост, что проходит над основной дорогой и что соединен со срезом. Из-за этого тут часто случаются аварии. На автостанции стоят пару автобусов, а на другом конце дороги видно большую зеленую растительность, а под ней саму дорогу и ограждение. На этом со срезками закончено, перейдем к основным моментам района Даунтаун. Давайте представим, будто мы сейчас на гонке, и наш старт расположен тут. Вот отсюда я и начну повествовать о различных достопримечательностях и просто интересных моментах этого кусочка мира. Интересное начинается сразу со старта. По левую сторону мы видим небольшой заборчик, фонари и деревья с гирляндой, ну и несколько старый, но стильный центр с плакатами духов. По правую сторону же мы видим тот же набор из мелких деталей, но на этот раз вместо старенького центра с духами мы видим памятник и что-то типа замка. Пройдя буквально пару метров, с правой стороны мы можем увидеть парковку с... Это что за махины без колес? Я, конечно, все понимаю, 2003 год и все такое, но можно же было сделать адекватные пропорции машин, даже тех, которых еле видно. Ладно, вернемся к разбору местности. Внизу видно небольшой магазинчик Liz Gift, в котором очевидно продают различные подарки. Сзади парковки видно... Я даже не знаю, что это за офис такой, неважно. Левая сторона улицы располагает пару жилых домов или же отелей. Сами здания не очень высокие. Ну и сразу после этой прямой идет небольшой перекресток с монорельсами. Сами монорельсы по закону жанра идут из ниоткуда в никуда. В принципе, тут больше добавить нечего. После перекрестка сразу идет небольшая прямая, которая заставлена различными работами, что в свою очередь ограждены. Причем ограждены они таким образом, дабы игроку было сложнее проехать данный участок. Особенно во время быстрых гонок. Мы подходим к одной хорошо запоминающейся местности Даунтауна, где стоит куча различных интересных вещей, зданий, магазинов и... памятник. Ну, в принципе, с него и начинается эта часть района. Сам памятник освещен прожекторами, а сзади него стоят пару сакур. Наверное, сакур с этими текстурами трудновато распознать.
Если смотреть прямо вдоль дороги, то мы увидим одно из зданий, увешанное неоновыми подсветками. Внизу стоит магазин под названием Лилао. Понятия не имею, что это за магазин, но смею предположить, что это связано с парфюмерией. А за этой постройкой стоит пара мылозданий. В целом, на прямой ничего особо подметить нельзя, кроме повторяющихся текстур распродажи и немного кривых гирлянд. В конце дороги мы можем заметить еще один памятник, который мы уже видели у замка. Не стоит удивляться дублированию таких объектов, поскольку это достаточно распространенная практика в геймдеве. Сразу как начинается небольшое смещение дороги, мы можем увидеть застекленное здание, и оно имеет свою небольшую историю. Некий человек с одного тематического форума по теориям Need for Speed однажды решил покопаться в специальной демо-версии Need for Speed Underground 1 для PlayStation 2. Важная деталь заключается в том, что данная демо-версия представляет собой более раннюю, еще не завершенную версию игры, в которой можно было лишь кратенько опробовать две гонки на определенной машине в определенных локациях. Однако, имея некоторые преимущества, можно сломать данные ограничения и опробовать гораздо больше вещей. Так или иначе, нас интересует только момент, где человек с форума при помощи хаков изучал мир игры в этой демо-версии. В один момент он решил залететь внутрь застекленной постройки, и он нашел нечто удивительное. Вот скриншот. Да, там был интерьер со стульями и пальмами. В общем, нетрудно догадаться, что это какой-то клуб. В чем соль, спросите вы? Ну, если вы хорошо подумаете, а именно подумаете о том, зачем разработчикам делать сложный интерьер внутри обычного здания, то вы обнаружите ответ. Мы должны были иметь возможность попасть внутрь этого самого клуба. И это правда, ведь раньше через него проходила срезка. В демо-версии от всего этого дела еще даже дорога осталась. Однако уже в более поздней, но все еще не финальной версии игры местность уже была переделана, и там больше нельзя проехать. Но сама игра еще в кавычках помнит об этой срезке, и при попытке насильно закинуть игрока туда, он проедет уже по несуществующей дороге и выйдет вот тут. Вот такая вот уникальная срезка могла быть, но не дожила до релиза. Сзади, немного в стороне, стоит еще один памятник, но на этот раз уже другой. Чуть дальше мы видим два билборда по бокам дороги, один с рекламой Xmods, а другой с духами. Возвращаемся к нашей смещенной дороге и идем дальше. И тут начинается целый склад различных красивых геометрических фигур с неоновыми подсветками. Над дорогой висит переход между центрами, который подчеркивает некую уникальность данной местности. Кстати, по бокам дороги больше не стоят фонари с гирляндами. Теперь там стоят маленькие фонари и столбы с повторяющимися фотографиями, на которых фиг чё разберешь. Сверху мы видим три склеенных центра с огромными прожекторами, издающими светло-зеленый цвет. Продвигаясь чуть дальше по дороге, мы видим по бокам еще пару-тройку красивых небоскребов, много мощных ламп и маленькие светлячки, зарытые в землю. На повороте есть красивый миниатюрный водопад и вход в небоскреб, окруженный фонарями, лампами, деревьями, да всем, даже классная черная вывеска есть. Ну и сразу после этой вывески идет мини-срезка, без которой сложно представить свой маршрут в какой-либо гонке. Интересно то, что добавили ее достаточно поздно, предположительно в конце лета, начале осени. Кто знает, может это предложили тестеры. Дальше идет еще один небоскреб с громким именем Blanchard, и после него мы входим на перекресток. Если на перекрестке развернуться, то можно увидеть стилизованный плакат с каким-то лого. Не знаю, что это было, но оно мне напоминает лого МК. В левой части перекрестка на боку можно увидеть какой-то центр и копию билборда с духами. Если же говорить про дорогу, то в той же левой стороне вдоль дороги можно увидеть здание с некоторым подобием интерьера. И там ресепшн сделан из окон. Да, из текстур окон. Не спрашивайте, это был 2003 год. Вы еще много раз услышите эту отговорку. На правой стороне левой дороги есть небольшая зона газона, а чуть дальше возвышение с каким-то комплексом зданий, наверное. Просто тут огромная вывеска перед входом, а после нее ничего. Что еще тут можно предположить? В любом случае, даже такой уголок выглядит интересным. Другая сторона перекрестка смотрится менее интересно. Однако меня в данной ситуации впечатлил этот информационный билборд. Помимо него тут также есть газон, только он почти полностью охватывает огражденную часть дороги. Ну и наверное все с этим перекрестком. Идем дальше. Продолжая ехать по нашей прямой, сразу после перекрестка мы видим проход под огромным зданием, скорее всего отеля. Прямо над дорогой в центре на здание нанесен какой-то рисунок. В самом же проходе по бокам стоят ограждения и красивые дорожки. Также нельзя не отметить фонари, которые освещают все это дело. Выходим из перехода и попадаем на другую часть даунтауна, где первым делом в глаза бросаются несколько центров и магазинов. Если смотреть прямо, то мы выходим на центр Samsons с уникальной геометрией и обилием плакатов. Больше всего в глаза бросается плакат с очередными духами С другой же стороны есть плакат Audio Sound, судя по всему рекламирующий аудиотехнику. Сам центр, как я и сказал, оформлен уникально. Есть интересный вход, над которым свисает застекленная часть второго этажа здания. Теперь с другой стороны перекрестка расположен, вероятно, жилой
жилой дом, а снизу располагается небольшой магазинчик The Imperial. Если повернуться назад, то мы увидим, как из перехода дорожка выходит на небольшую местность с деревьями и каким-то зданием. С другой стороны наблюдается центр Stringfellow Plaza со знакомым зданием, где ресепшн снова сделан из текстур стекла. Хотя, может быть, это текстуры здания со стеклами. А как вам кажется? Теперь мы выходим на очередную небольшую прямую, где по бокам есть пара жилых зданий, деревья с гирляндами, ну и магазинчики, а дальше начинается небольшой проход под дорогой, где можно въехать в парковку с двух сторон. Причем сами парковки, ну как вам сказать, очень креативно сделаны. Ладно, такое простительно. Сразу после выхода из подземки мы попадаем на красивый переход, который предлагает нам поехать либо через отель Верона, либо проехать через парк, что справа. Мы поедем через отель, так как парк является уже другой территорией. Проход через отель выводит нас на очередную прямую. По сторонам у нас стоит тот же набор из различных построек. Из этого всего можно отметить вот этот офис CJR Industries. Два дубликата вот этих зданий, одно здание снова со скидками на что-то фиг знает что, и вот эта вот интересная постройка с небольшими озерочками и водопадами вокруг. Очень даже смотрибельно, не считая того, что цвет водопада и озера отличаются. Если ехать дальше по этой дороге, то вы наткнетесь на пустоту. Ну да, в принципе, это место всегда недоступно в гонках. Но блин, это практически незаметно, пока туда сам не заедешь. Ну и последний заворот выводит нас на стройку, о которой я уже говорил ранее. Сразу при въезде начинаются зарисовки различных граффити. Улицы изрисовали почти полностью. Практически каждое здание находится в процессе стройки. Помимо этого еще производится снос старых, чтобы освободить пространство для новых зданий. Из минусов я мог бы отметить очень хреновое текстурирование местности, которое заполняет пробел между срезкой и дорогой. В остальном это очень атмосферное место. Практически сразу, как только вы выезжаете из зоны основных строительных работ, вы натыкаетесь на свалку машин и еще снос кучи старых зданий. В завершении рассказа про Даунтаун стоит отметить один удаленный участок дороги, который был найден человеком под ником 379 Philip в уже ранее упомянутой демо-версии игры. Как видно, этот кусок соединял три выхода из кольца этого района, которые в свою очередь сами выходили на некоторое кольцо. Понятия не имею, что это была за местность, ибо этот участок района был в настолько ненаделанном состоянии, что по сути это была просто одна дорога и все. Полагаю, вырезали этот кусок только из-за того, что он вообще не использовался во время гонок. Что же, вот и подходит к концу разбор кусочка мира Олимпик Сити. Почему только кусок? Ну тут следует добавить небольшое пояснение. Для начала бывалые зрители канала наверняка узнали в данном видео то, что я анонсировал еще в 2018 году. Еще давно, до первого публичного анонса, данное видео должно было быть в разы больше. Да что уж, сам ролик должен был являться лишь одной из глав целого проекта под названием The Environments. Проекта по детальному разбору каждого из городов серии. Проект по разбору каждой улочки и почти каждой малейшей детали игрового мира, какой-либо Need for Speed. Но в данный момент я, как автор данной идеи, считаю, что из-за крайней специфичности проекта и чересчур высокой сложности обработки материала, данное дело, к сожалению, не стоит своих сил и кучи времени. Потому данный проект можно считать отмененным. И у вас появится закономерный вопрос: почему же тогда был сделан данный ролик, где разобран лишь кусок одного из городов серии? Ответ прост: это лишь возмещение старого долга. Ведь я уже успел анонсировать данное видео, а значит неплохо было бы закончить хотя бы данный небольшой материал. Вот как-то так. Если вы новый зритель, подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение об этом ролике в виде лайков, дизлайков и в виде сообщений в комментариях. Обязательно загляните на сам канал, ведь вполне вероятно вы найдете там много чего интересного для себя. Также можете подписаться и на меня, диктора, что озвучил данный материал. Вы можете зайти на мой канал MSX и увидеть кучу роликов по различным гоночным сериям, в том числе по Need for Speed у меня тоже очень много контента. Спасибо, что посмотрели этот ролик, и как всегда, увидимся! We do TV, magazines, dip blow steam, big smoke out the sunroof of limousine.